Судьбу приму в один из дней, сорвавшись из-под облаков. Я защищаю не друзей и убиваю не врагов. Уильям Батлер Йейтс. За 1,5 года с момента выпуска сериала мы уже до мелких деталей выучили начало этой истории. Земная девушка прибывает в иной мир, где становится ученицей школы для фей, ведь она оказалась одной из них. По ходу истории мы узнаем больше об ее соседках, чьи волшебные силы оказываются кардинально разными, а судьбы, приведшие их в апартаменты Винкс, незаурядны. Как же так случилось, что именно эти 5 девчонок оказались в Алфее в один отрезок времени? И почему Блум оказалась непростым подменышем? Как Стелла жила за год до появления землянки в школе и как Фара Даулинг нашла Блум? Все это было описано в книге-приквеле по сериалу «Судьба Сага Винкс. Разжигая пламя». Я прочитала ее за вас, так что теперь вам не нужно, и готова с вами поделиться всем, что осталось за пределами первой серии первого сезона. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк за мои труды для вас, а также оставить комментарий после просмотра этого видео с вашими впечатлениями, и, пожалуйста, поделитесь этим видео с вашими друзьями, потому что эта книга реально помогла собраться пазлу в моей голове, и теперь очень многое стало намного яснее. Например, стало понятно, почему они такие все злые. Да и как вообще можно пропустить издание Винкс, где Блум посвящено всего лишь 3 главы из 45. Меня, как обычно, зовут Оля, и я очень рада, что вы зашли на мой канал под названием Уна Фата, что означает И без более долгих вступлений предлагаю перейти к самому интригующему вопросу. В Алфее намечается так называемый Orientation Day, день ознакомления, и организует его сама Фара Даулинг, и делается он для того, чтобы показать будущим студентам этой школы, что здесь всем рады. В общем, если выражаться по-русски, день открытых дверей Orientation Day. Алфея насчитывала многолетнюю историю и действительно имела местечко для каждого, будь ты специалист или фея, а для подменышей с земли существовал отдельный курс. Правда, Даулинг решила вычеркнуть этот пункт из пригласительного на ознакомительный день, ведь, как и крылья фей, подменыши стали своего рода легендой, ушедшей далеко в прошлое. Но это было не единственное, что занимало мысли Фары в последние дни. Фара нашла письмо Розалинды, в котором та говорила о каком-то волшебном сокровище, которое она спрятала на земле 16 лет назад. Даулинг решила отправиться в первый мир, чтобы узнать, что это такое, и при необходимости избавиться от него или от нее. Она всегда думала в первую очередь о безопасности студентов Алфеи, а все, что связано с Росс, может нести большую опасность. Мне надо разбудить Лейлу и девочек. Вы сопроводите эту девушку в облачную башню. Что? Если это такая опасная миссия, давайте пошлем профессоров. Нет, все в порядке. В принципе, не было понятно, было ли это какое-то магическое существо или просто волшебный артефакт, и специально для этой миссии Даулинг попросила у профессора Харви изготовить специальное зелье, благодаря которому она могла бы увидеть след магии. Ну а про то, куда она отправляется и зачем, не сказала никому ни слова. Ривен и Скай были полной противоположностью, что, в принципе, было видно из серии первого сезона. Буквально принц и бомж. По-другому сказать не могу. Посмотрите сами. Скай, будущий герой, наследник легендарного Андреаса из Ираклиона, который самоотверженно погиб во время битвы за Астердейл. Скай был буквально идеальным принцем, который встречается с не менее идеальной принцессой, весь такой прилизанный, правильный и нереально сильный. И Ривен, простой парень, который вообще не уверен, что хочет быть специалистом. А нет, он уверен, что не хочет им быть. Пытается строить из себя крутого, но на деле даже ножик в руках без порезов покрутить не может. Да, ему реально нравилось заниматься садоводством, создавать зелья и проводить различные манипуляции, которые обычно занимают умы земных фей. Порой кажется, что даже брат Терры, Сэм, не настолько в теме всего этого, как просто Ривен. Ему очень нравятся лекции профессора Бена Харви, и он активно пытается скрыть это. Получается не очень. Думаю, теперь понятно, благодаря кому Ривену удалось привести в чувство Беатрикс в конце первого сезона. Он ненавидел эту школу и ненавидел Ская, смазливого, противно накачанного парнишу, который по какой-то причине постоянно увязывался за ним и приставал к нему со своими тренировочками. А на самих занятиях постоянно побеждал беднягу Рива, провозглашая таким образом свою непобедимость. Хотя бы так казалось самому Ривену. Ну а что сказать про Ская? Он просто пытался найти напарника среди своих однокурсников, чтобы вместе с ним стать такой же нерушимой командой, какой когда-то был его отец Андреас из Ираклиона и учитель Сол Сильва. И такого напарника он видел в Ривене, своенравном сорванце, который, тем не менее, имел довольно большой потенциал, просто сопротивлялся своей судьбе. Пожалуй, лишь до момента, когда ему открылась правда о гибели его отца. Вообще, Скай был тем еще одиночкой. Окруженный друзьями, вниманием всех студентов школы, он чувствовал, что ему не хватает отца. И эту роль он предпочел бы отдать Сильве, человеку, кто взрастил и воспитал его, кто научил ему всему, но так и остался холодным по
отношению к сыну его погибшего друга. Но эта прохлада в их отношениях исходила лишь из того, что Сол не хотел повторно предать своего друга, полностью заменяя его в этом мире, хотя на деле в глубине души наверняка сам понимал, что Скаю нужен именно он, а не какой-то там эфемерный легендарный батя, которого он даже и не помнит и не скучает по нему. Терра обожала Алфею. Даже странно, как они вообще нашли общий язык с Ривеном. Ей оставался еще 1 год, но она уже с нетерпением ждала своего первого дня студенчества и пыталась подружиться с кем-то из первокурсников и сокурсников ее брата Сэма. Жаль, но тут ее ждал полный провал. Некогда самый лучший друг Сэм вдруг начал напрямую просить свою сестру не вмешиваться в его общение с одногруппниками. Это разбивало сердце феи, оставшейся наедине со своими мыслями в оранжерее отца. Скай мог бы стать ее хорошим знакомым, ведь вышло так, что они с Террой росли вместе в Алфее. Их родители, или так называемые родители, были преподавателями этой школы, и им, конечно же, было намного спокойнее, если их чадо всегда было рядом под постоянным присмотром. Еще маленькие они обожали играть в войнушку. Терра направляла свои лозы в сторону будущего специалиста, а тот отбивался от них деревянным мечом. Сильве очень нравились такие моменты, но Бену нет. Он противился таким играм, тренировкам к войне и совершенно не хотел, чтобы его доченька прошла через то же, что пришлось пройти их команде в Астерделе. Но детская дружба так и не переросла во взрослую дружбу. Терра вообще была предвзята к Скаю. По рассказам Ривена, он был безжалостным, эгоистичным типом, который самоутверждался за счет более слабых и проявлял странную чрезмерную заботу о Ривене вне занятий. Сначала бьет морду, а потом бегает за ним по всей Алфее. Какие-то абьюзивные отношения получаются? Как-то раз на вечерней пробежке Терра подкараулила Ская в кустах и хотела поймать его в ров с длинными, как меч, шипами, но Скай заметил ее раньше, чем она смогла что-то сделать. Если бы не его внимательность, возможно, мы бы и не увидели этого белобрысика в сериале. И проблемы с общением были не только со Скаем, но и с его девушкой, принцессой Стеллой. Даже сложно сказать, что пошло именно не так. Может, ей не понравилась болтливость Терры, или все произошло из-за зелья правды, а может из-за того, что она обладала магией земли, которую Стелла просто не выносила. Сложно сказать, но этот высокомерно недоверчивый тон продолжился и в 1 сезоне. Посмотрим, что будет во 2. Там еще такой маленький пень, похож на старый... Молчи! Аиша была спортсменкой и обожала плавать, что, в принципе, мы видели и в самом сериале. Она была сильной, целеустремленной, но магия воды, которая была дана ей с рождения, давалась ей очень тяжело. Сила воды будто ускользала от нее сквозь пальцы, будто просто не хватало контроля и концентрации. Аиша очень стремилась поступить в Алфею, ведь ее контроль над силами был очень слаб. Она поставила цель стать полноправной, могущественной феей воды, и цели она привыкла достигать. Поэтому ей было так важно произвести хорошее впечатление перед учителями на ознакомительном дне, что в какой-то степени сыграло с ней злую шутку. Это была одна из самых редких волшебных способностей иного мира. Пожалуй, она уступала только магии технологий. Кроме редкости, такие способности еще и отличались букетом проблем для самого владельца или для самой владелицы. Ощущать эмоции и чувства других каждую секунду — та еще пытка. Поэтому Муза и была такой закрытой, как и Даулин, которая тоже является феей разума. Смерть матери Музы и боль, через которую ей пришлось пройти, прежде чем ее душа покинула тело, отдавалась эхом в голове феи разума, из-за чего даже вероятность новых близких отношений и привязанности пугала девушку. Ей было тяжело находиться в местах с большим скоплением людей, поэтому она очень долго не могла решиться на поездку в Алфею на День открытых дверей. Но все же поехала, больше от нечего делать, чем с реальной целью узнать о школе побольше. На мероприятии она сторонилась всех, кто начинал с ней общаться. Она носила наушники, буквально не снимая, и при каждой попытке с ней познакомиться она указывала на наличие девайса на ее ушах. И вот, оторвавшись от толпы будущих студентов и присев на лавочку, покой Музы прервал Ривен, которому было очень важно доказать Стелле, что между Калумом и Фарой что-то есть. Он даже не знал, что сорвал джекпот, ведь феи разума и существуют для подобных миссий. Позже, под воздействием зелья правды, парень признался ей, что он посчитал ее горячей девчулей, что окончательно выбесило Музу. Стелла обожала Алфею. Это было то самое место, где она чувствовала себя спокойно и уютно. Она была самой популярной ученицей школы. Рядом были 2 подружки-соседки, Илария и Рики, любящий парень, настоящий принц Скай, и никакой злобной матери, которая мучила бедную наследницу кошмарными иллюзиями ради необходимого уровня воспитания. А воспитывать было для чего, ведь Стелле предстояло стать будущей королевой Солярии, государства, где и находилась школа для фей. Мать ожидала от своей дочери не менее мощного управления, что подразумевало использование мощных
обученной магии, но прежде фее Света было суждено стать следующей директрисой Алфеи, преемницей Фары Даулинг. Со Скайем они были вместе буквально с рождения, и это неудивительно. Рожденные в королевских семьях соседних государств, они были обречены видеться каждый день. Скай видел, как к Стелле относится ее мать, королева Луна, и хотел стать для нее защитником, помочь ей найти ее путь, а она в ответ могла бы ему помочь найти свой. Но, к сожалению, это так не сработало. У Стеллы буквально было все, о чем она мечтала на первом курсе ее обучения в Алфее. Окруженная любовью, имеющая определенный авторитет в школе, она и не могла вообразить большего. И вот однажды Стелле пришла в голову идея о тройном свидании. Она и Скай, и Лария, и Мэтт, и Рикки, и Ривен. Да, она решила свести свою лучшую подругу с бомжом. Молодец, девочка. На деле Рикки была очень ценна для Стеллы, но чтобы быть достойной частью делегации принцессы Солярии, Рикки было необходимо найти молодого человека. Стелла была в курсе, кто на самом деле нравился Рикки, и это был принц Скай, которого фея Света не была готова ни с кем делить. Если бы только у Ская был брат-близнец, это было бы идеально. Это странное тройное свидание было организовано не просто так. Стелла объявила, что все присутствующие автоматически стали волонтерами на дне открытых дверей в Алфее, или сокращенно ВДОДА. Мои курсовые по аббревиатурам передают привет. На этом же замечательном тройном свидании случился спор между Стеллой и Ривеном. Парень очень нелестно отозвался о мисс Даулинг и серьезно предполагал, что между ней и секретарем Каллумом может быть что-то вроде романа. Стелла пообещала, что докажет обратное, и в этом случае Ривен будет обязан делать то, что скажет принцесса в течение целой недели. Не удивляйтесь, что Стелла так яростно защищает честь директрисы, ведь этому действительно есть резонное объяснение. Алфея была единственным местом во всей Солярии, где правила не ее мать, а мисс Даулинг, и это давало ей ощущение защищенности. Порой Стелле снились страшные сны о том, как мать вновь и вновь запирает ее в темноте, и тогда на крики прибегала Рикки, которая успокаивала принцессу и оставалась с ней до утра. Они были буквально как сестры. Но все становится сложнее, когда над тобой стоит мать-тиранша, а твои собственные силы порой тебя не слушаются. День начался с общего сбора в главном атриуме Алфеи. Забавно, как наши героини почти сразу нашли друг друга. Терра, Муза, Аиша и Беатрикс оказались в одно время в одном месте. Стелла решила, что это ее шанс. Она подошла к группе будущих студенток и начала выбирать из них жертву, которая помогла бы ей доказать Ривену, что между Фарой и Каллумом ничего нет. И таковой стала Аиша, которая до последнего искренне верила, что Стелла реально является ментором школы и что она ведет ее к преподавателям, чтобы та показала им свои магические способности. Оказалось, что для того, чтобы доказать Ривену его неправоту насчет Фары и Каллума, она оставила на столе секретаря письмо от якобы директрисы с просьбой встретиться у фонтана, а на столе Фары подобное письмо от Каллума. В общем, якобы они друг друга пригласили на рандеву в самом центре территории Алфеи. И вот он, момент встречи. Что же задумала Стелла? Честно сказать, не самой сложно это объяснить. Стелла хотела, чтобы Фару окутал мягкий свет с переливами в каплях воды, который очаровал бы Каллума. Вот только как это могло бы выяснить их настоящие взаимоотношения и опровергнуть теорию Ривена, я так и не поняла. В результате у девчонок получилось лишь облить Даулинг с головы до ног, а Каллума напугать до смерти. И на весь этот фестиваль светящихся фонтанов собрались посмотреть все гости школы. Да, тест на силу Аиши вышел своеобразный. И Аише нереально повезло. Ее слова не только не вызвали у Даулинг гнев, они заставили ее сожалеть о том, что девочка попала в такую ситуацию. Ведь это мероприятие было создано не для тестов, а для того, чтобы будущие студенты почувствовали себя как дома. В общем, вступительный билет для Аиши уже был оформлен. Ну а Муза увидела, что между Фарой и Каллумом ничего нет, ведь она фея разума и может видеть чувства других, отчего Ривен был, мягко говоря, в шоке. Кстати, на мероприятиях завязалось неплохое общение между Аишей и Музой, и мне интересно, почему это не имело продолжения в сериале, ведь это буквально канон из мультсериала. И вы же не забыли про спор, верно? Да, Ривен проиграл, и теперь он целую неделю будет должен делать то, что ему велит Стелла. И первым таким заданием стал вынос подарочных кинжалов для специалистов во время выступления Фары перед всеми студентами и абитуриентами без футболки. К сожалению, это оказался последний день дружбы между Террой и Ривеном. Под действием зелья правды он признался, что ему было просто удобно приходить к ней и изливать всю свою душу. А в обществе других он стеснялся ее и отрицал их общение. Факт того, насколько сильно Ривен тянулся к заботе Терры, наталкивает меня на мысль о том, что Ривен
Ривен сериальный, как и Ривен мультсериальный, был брошен матерью еще в детстве, из-за чего сейчас все еще пытается найти того, кто всегда будет готов его поддержать и пожалеть. Как только Ривен раскрыл правду о своем отношении к Терри, она поняла, насколько лживым были все размышления парня о Скае. И фея Земли искренне извинилась перед специалистом за то, какого плохого мнения о нем она была, хоть он об этом и не знал. Ривену, кстати, нехило так досталось за то, что он устроил из-за своих теорий насчет личной жизни Фары. Ему пришлось бегать по всему крылу специалистов миллион кругов, в результате чего он, конечно же, попал в неприятную ситуацию, подрался с Мэттом, парнем соседки Стеллы. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Могу поздравить с днем дружбы со Скаем, потому что после этой драки они наконец-то стали настоящими друзьями. А вот наказание для Стеллы оказалось более мягким. Фара поручила ей стать ментором для одной из фей, которая поступает в следующем году в Алфеи, и которой адаптироваться будет чуть сложнее, чем остальным. Ну, вы понимаете, да, о ком идет речь? Ну вот в своих родных апартаментах феи Света серьезно досталась от соседа. Воспользовавшись ситуацией, пока Стелла была под воздействием зелья правды, они начали выпрашивать у нее правду о королевской семье, инсайды о ее матери, чем спровоцировали истерику феи Света, которая чуть не ослепила всех своим мощным магическим всплеском. Благо ее принц Скай оказался рядом. Самое кринжовое в этой главе это то, что зелье правды подсыпал Калум, секретарь Фары, который, ну, как вы знаете, из первого сезона стоит на стороне зла. Что такого должна была сделать эта гадость, я так и не поняла, но, по-моему, с этой дурью День открытых дверей стал еще интереснее, чем он мог бы быть без нее. В общем, если вы знаете, в чем был такой зловещий замысел здесь, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Земная мать Блум, Ванесса, была идеальна во всем. Красавица, черлидерша, одна из лучших выпускниц и успешная карьеристка. Единственное, чего не хватало в счастливой семейной жизни с Майком, это ребеночка. Но на этом моменте Ванессе будто перестала вести. Еще во время беременности врачи предупреждали Ванессу о пороке сердца у ребенка. Родившись, малышка не проживет и пару часов. Но случилось настоящее чудо. Ее новорожденная дочь не просто выжила, она родилась абсолютно здоровой, будто что-то из другого мира помогло выкарабкаться этому маленькому существу. Пожалуй, тогда Ванесса и поняла, что ее дочь особенная. Интересно, что история Блум подменыши буквально противоположна сущности подменышей из оригинальной кельтской мифологии. По легендам, феи или фейри приходили в мир людей за здоровыми новорожденными, крали их, а взамен подкидывали родителям некое существо, которое лишь внешне было похоже на ребенка, но вскоре умирало. В случае с Блум все произошло ровно наоборот. Розалинда подменила больного, умирающего младенца Майка и Ванессы на здоровую малышку Блум, фею из иного мира. Блум не вписывалась ни в одно окружение. Все от нее просто шарахались, будто она была какой-то инопланетянкой. Кем, по сути, она является? Ванесса очень хотела, чтобы Блум была такой же, как она в ее возрасте, чтобы ее дочь стала черлидершей, но разговоры об этом лишь приводили к скандалам. А вот общение с Майком, ее земным отцом, шло куда лучше. Общению со сверстниками Блум предпочитала коллекционирование антиквариата и реставрацию старых вещей, с историей, с интересными ретро-дизайнами. Это и привело ее к судьбоносной встрече. Зелье Бена привело Даулинг в антикварную лавку, куда как раз забежала Блум с ее матерью, чтобы попросить ее купить настольную лампу. В этот момент хозяин магазина был занят разговором с женщиной, которую он пытался обмануть и выкупить дорогостоящую вещь задешево. Эта ситуация дико взбесила Блум. А потом угадайте, что случилось. Угадайте, кто умер. Нет, никто не умер, так? Легкие расстройства. Просто сгорело все в антикварном магазинчике. Ну что ж, бывает. На этот раз Даулинг не удалось найти сокровище, которое Розалинда оставила на земле. Магия зелья Бена испарилась, и у Даулинг просто не осталось зацепок. Очевидно, что это не последний раз, когда Фара путешествовала на Землю. И что, нам не расскажут, как Даулинг пригласила Блум в Алфею? Как Стелла ослепила Рики? Во-первых, первая встреча Блум и Даулинг была описана в книге по первому сезону Фейт, и, честно говоря, там ничего особенного не произошло. Правда, все еще остается вопрос, как Фара поняла, что в письме Роз шла речь именно о Блум. Во-вторых, да, они ничего не рассказали о том, как Стелла ослепила Рики, я сама расстроена. В общем, не знаю, что еще сказать. Вроде интересно было, да? Пишите в комментариях, что думаете, и не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, если еще не поставили, и, конечно же, делайте репосты, чтобы такой уникальный контент не затерялся. А еще вы можете стать одним из моих прекрасных бустеров или спонсоров и появляться в моих видео, как эти замечательные ребятки. Нужно просто пройти по одной из ссылок в описании. Еще можете посмотреть другие мои видео, у меня много про второй сезон, например. Что сказать-то? Пока!